Друзья, всем привет, с вами канал StableDiff. Вышел очень классный апскейлер, который действительно будет заменой Supiro. Он подходит для апскейла фотографий, артов, изображений различных, а также видео. Он очень мало потребляет видеопамяти, очень быстро работает, в несколько раз быстрее, чем Supir. В общем-то, сейчас все увидите, узнаете. Это SID VR2. Если у вас еще не установлен Confi, установите мою настроенную портабельную сборку. Она доступна абсолютно бесплатно, ссылка будет в описании под этим видео. Эта сборка работает быстрее, чем предыдущие сборки, примерно на 10-20%. Вот такую вот схему вы найдете на Boosty, вы сможете закинуть в рабочее пространство, и у вас эта схемка будет выглядеть примерно вот так. Она очень компактная, но очень универсальная. Здесь есть как апскейл по отдельному изображению, также апскейл пакетный вот такой вот, и апскейл видео, все в одном. Но если хотите самостоятельно собрать эту схему, вы можете перейти на страницу разработчика GitHub этих узлов. Здесь есть некоторые примеры, example workflows, а можете тоже собрать что-то подобное. Давайте сейчас перейдем к моей схеме, я вам расскажу, как это все здесь работает. Здесь у меня есть первое, это группа работ с изображениями. Мы можем работать как с одним изображением. То есть сюда закидываем одно изображение, выбираем здесь вариант One Image, то есть одно изображение. Здесь мы можем выставить какие-то параметры сохранения, это префиксы различные, SID-VR у вас будет дописываться к названию этого изображения, и это изображение будет сохраняться в папку Outputs. Если вы хотите создать, например, какую-то дополнительную папку, например, можете создать Create Preprocess folder, вот такую вот, либо папку с текущей датой. Далее давайте перейдем к непосредственно апскейлеру. Здесь у нас вот такие вот три узла. Здесь я для вас добавил некоторые заметки, обязательно их прочитайте перед тем, как это все будете настраивать. Это вам поможет определиться с настройками. Самая главная настройка, которая здесь есть, это выбор модели, естественно. Самая мощная модель, которая здесь есть, это EMA 7B FP16. В принципе, отсюда вообще интересуют модели исключительно только 7B. Эти модели действительно качественные, они очень здорово апскейлят изображение. 3B более слабые, естественно, они не быстрые, но они все-таки слабые, и такого результата они даже близко не дадут. Но если у вас не хватает видеопамяти, здесь есть еще и формат GGUF. Можете выбрать вот такую вот модель Q5KM, 7B тоже, либо Q4KM тоже 7B. Эти модели будут расходовать значительно меньше видеопамяти, а по скорости работы все будет примерно так же. И по качеству тоже достаточно неплохие результаты. По крайней мере, я пробовал вот такую вот модель Q5. Результат очень сильно похож на FP16, может быть немножко менее детальный. Следующий параметр это block to swap. Здесь я сделал заметку, там обязательно почитайте. У нас есть возможность выгрузить часть модели в оперативную память. Для модели 7B, видите, доступно у нас от 0 до 36 блоков мы можем выгружать. Если выгрузите примерно хотя бы 16, что здесь поставите, 16 блоков, то в этом случае у вас потребление видеопамяти будет около 12 гигабайт. Если поставить 36, там, соответственно, я думаю, можно где-то около 8 гигабайт видеопамяти уложиться. Можете попробовать мне написать в комментариях к видео, заработал ли у вас этот апскейлер на 8 гигабайтах видеопамяти. У меня видеопамяти очень много, поэтому я поставлю 0. Естественно, это будет быстрее, чем с выгрузкой в оперативную память. Следующий узел это кодировщик Y. Здесь у нас есть возможность включения плиточного апскейлера. Если у вас очень большое входное изображение, вы можете включить вот этот вот энкодер tiled, и у вас входное изображение будет плитками кодироваться. Соответственно, видеопамяти будет потребляться значительно меньше. Но, как правило, для апскейла не используются какие-то там гигантские изображения. Обычно это всегда маленькое изображение, поэтому эту галочку просто так, наверное, ставить особо смысла нет. А вот декодер tiled обязательно включите, потому что у нас конечное изображение будет очень большое, 16 мегапикселей, то есть 4000 пикселей умноженное на 4000 пикселей. В итоге разрешение очень гигантское, и у многих видеопамяти просто не хватит, поэтому плиточный декодер здесь обязательно. А также по поводу вот этих вот моделей, смотрите, вот эти модели скачиваются автоматом, потому что узел называется download, и здесь тоже download, соответственно, обе модели скачаются при первом же запуске автоматически, поместятся в нужную папку. Но если у вас есть проблемы со скачиванием с Hugging Face, а на данный момент у многих такие проблемы есть, то на Boosty я дам дополнительные инструкции, ссылки, чтобы скачать эти модели из другого места и поместить в необходимые папки, чтобы здесь они у вас подгрузились. Ну и самый главный узел это SID-VR видеоапскейлер.
Смотрите, он может использоваться как для видео, так и для изображения. В данном случае мы используем его для изображения, то есть один только кадр апскейлим. И здесь мы можем выставить 4000 на 4000 пикселей разрешения. Можете поставить и значительно больше даже, и получите вообще гигантское изображение высокого качества. Здесь также есть еще и другие параметры. Batch Size — это одновременная обработка нескольких изображений, это больше применимо к видео. Если есть какие-то проблемы, то можете Batch Size поставить 5, например, но у вас уже увеличится сильно потребление видеопамяти. Поэтому, в принципе, на одном даже можно и видео апскейлить, проблем каких-то существенных таких нет. Ну и выгрузка, наверное, блоков модели, вот здесь, который мы выбирали, здесь мы можем выбрать как CPU, так и GPU. Если у вас есть вторая видеокарта, вы можете выгружать часть видеопамяти во вторую видеокарту. У меня в данном случае только одна видеокарта, поэтому я выгружаю только в процессор, то есть в оперативную память. Ну и также еще можете поиграться с входным шумом и latent noise тоже. Это немножко зашумляет изображение, в некоторых случаях получается вытягивать совсем такие разблюренные изображения, но можете попробовать это самостоятельно. Давайте посмотрим на результат. Смотрите, вот такое вот изображение изначально было, после апскейла получается вот такой вот результат. Это 4000 на 4000 пикселей, мы можем поставить даже еще больше, получить более качественный результат. В общем-то, вот такой апскейл изображений. Ну, теперь давайте переключимся на пакетную обработку изображения. Вот здесь включаем Batch Image. И здесь у нас есть вот такие вот настройки. Сюда мы вставляем путь к нашей папке с изображениями. Далее вы заходите в папку с изображениями, смотрите, сколько здесь изображений. У меня в данном случае 3 изображения. Теперь мы вот здесь ставим циферку 3. Если у вас апскейл на каком-то моменте прервался, то вот здесь вы можете поставить, на каком изображении у вас остановился апскейл, то есть и продолжить пакетный апскейл с определенного изображения. То есть здесь вы ставите циферку, а здесь ставите оставшееся количество изображений. Я начинаю апскейл с первого изображения, соответственно, здесь у меня стоит индекс 0, я начинаю апскейл с первого изображения. Нажимаю Run и дожидаюсь апскейла 3 изображений. Смотрите, апскейл у меня начался, и в папке с этими изображениями у меня остается вот такая вот папка Preprocessed. Сюда у меня помещаются изображения, которые апскейлятся. То есть первое изображение проапскейлилось, сохранилось, второе изображение проапскейлилось, сохранилось. Соответственно, если у меня процесс на каком-то моменте прервется, то я не потеряю все как бы изображения на определенном этапе. У меня каждое изображение проходит весь этот путь и сохраняется. Вот апскейл закончился, и все 3 изображения у меня сохранены вот в этой вот папке. Мы можем открыть вот, например, последнее изображение, посмотреть. А вот такое вот детальное изображение, но вы изначальное изображение не видели, да? Давайте я вам покажу вот здесь вот. То есть вот такое вот изображение было по качеству, вот эти перышки, вот все это вот так вот. И после апскейла это выглядит тоже вот так. Очень мощный апскейлер и очень точный. Теперь давайте я закину какой-нибудь арт, вы посмотрите, как это апскейл работает с артами. Я переключусь опять на одно изображение, и вот такое вот изображение входное сюда закину. Уменьшаю здесь количество итераций до единицы и нажимаю Run. Изображение проапскейлилось, давайте посмотрим на арт. Вот такой вот результат. Здесь может быть даже и не видно, да, но на самом деле элементы есть очень тонкие. Давайте я просто приближусь так посильнее, да, и вы увидите вот эти перышки, то есть насколько они проявляются. Давайте посмотрим вот здесь поближе на клюв, то есть видите, вот так все размыто, и вот так вот у нас получается в итоге. Очень точно это все апскейлится, то есть все детали очень точно сохраняются. Например, вот этот вот листик, да, на нем тоже очень классно видно, то есть насколько это все точно прорабатывается. Давайте посмотрим еще на вот этот, например, листик, то есть вот так вот было и вот так вот получилось. Смотрите, для артов этот апскейлер тоже подходит, но поскольку он креативностью какой-то большой не обладает, если вы хотите что-то там как немножко улучшить совсем, да, добавить какие-то детали прям глобально, то этот апскейлер вам для артов не подойдет. Он больше подходит для фотографий, либо для артов, которые требуют очень точный апскейл, то есть просто увеличить это изображение, сделать его очень большим. Ну и давайте забайпасим эту группу и откроем вот эту вот группу, вот нажимаем, и здесь у нас уже апскейлер для видео. Здесь мы нажимаем и загружаем какое-то видео, которое хотим проапскейлить. Я проапскейлю вот такое вот видео. Я его тоже сгенерировал на модели One 2.1 еще давно. Вот такие вот здесь детальки. Мы нажимаем Run и давайте посмотрим на результат. Итак, видео у нас проапскейлилось. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Видео в формате 4 мегапикселя. Вот такое вот качество. Далее давайте посмотрим на изображение. Здесь по одному кадру можно посмотреть, что было, что стало. Да? Вот такой вот у нас первый кадр был. И после апскейла у нас получилось вот так вот. То есть так вот было, вот так вот стало. Каждый кадр апскейлится, в итоге мы получаем видео высокого разрешения. И апскейл достаточно, опять же, быстрый, по видеопамяти потребление абсолютно такое же, как с изображениями. А в данной схеме у нас настройки вот такие. Может поставить на паузу, посмотреть. Здесь у нас Resolution 2048
На 2048 с изображением мы можем там поставить 4 мегапикселя, но здесь будет это просто очень долго. Опять же, вы можете поставить, конечно же, и 4 мегапикселя, просто это будет долго. А видеопамяти у вас тоже, наверное, должно хватить, потому что здесь все-таки плиточная обработка поэтапная происходит. Поэтому видеопамяти хватает. Далее у нас используется интерполяция. Если вам не нужна интерполяция, просто вот здесь ее отключайте, а все на автомате переключится и фреймрейт будет такой, как нужно. И еще в плане работы этого апскейлера, смотрите, здесь мы можем выбирать Attention Mode, у нас есть SDPI, либо Flash Attention. Здесь у нас выбран Flash Attention, но, например, в моей сборке Flash Attention не предустановлен. Если вы хотите установить Flash Attention, вот такая вот команда для установки. Можете ее ввести, поставить Flash Attention, и у вас будет апскейл еще быстрее. Друзья, вот такой вот апскейлер SID VR2, мне он очень понравился, он действительно классно работает, полноценная замена Super, прям современная замена, работает намного быстрее, меньше потребления видеопамяти и качество не хуже. По поводу потребления видеопамяти, смотрите, при полном отключении всяких выгрузок у меня потребляется около 20 гигабайт видеопамяти на карте 5090, и при размере изображения, которому вот апскейлере 4000 на 4000 пикселей, это получается 16 мегапикселей. Скорость вот такого апскейла у меня составляет 22 секунды при выключенных вот этих вот всяких трансляциях. Если я возьму Super и тоже до 16 мегапикселей захочу проапскейлить это все, то там мне, наверное, минут 5 это все займет, потому что даже на 2400 у меня занимает, по-моему, чуть больше минут такой апскейл. А здесь это всего лишь 22 секунды. В плане видеоапскейлера, опять же, это не креативный апскейлер. Если у вас там какие-то кривые генерации, я имею в виду видеогенерации, то этот апскейлер вам, конечно же, не поможет. Но если у вас нормальная генерация, например, на модели One 2.2, там все здорово, но просто разрешения не хватает, вы можете вот таким вот апскейлером очень круто ее поднять. Причем этот апскейлер очень точный, он вам не изменит ваше изображение, не поменяет вам лица, просто увеличит разрешение и добавит соответствующее количество деталей. На этом, друзья, всем удачной генерации, хорошего настроения, хорошего апскейла. Всем пока.